Всем привет, я Александр Арбузов. Я сейчас нахожусь на улице, на мосту. И хочу вам рассказать, как я принес две прививки от COVID-19. Первую я прививку плохо перенес, и вторую. Первую прививку, когда я сделал, была температура, был жар, был озноб. И вторую прививку, когда я делал, то же самое было, только температура была не один раз. И хочу вам сказать, то что я, прежде чем сделать прививки две, я думал, идти или не идти. Но потом все-таки пришлось мне сделать две прививки. И мне дали сертификат. Сейчас сертификат у меня дома лежит. И хочу вам еще сказать то, что кто хочет делать прививку, кто не хочет не делать, это ваше право. Как бы я вот в больницу, когда ходил на первую вакцину и на вторую, я не видел там молодежи, только там пожилые да взрослые. Один только я там был. И вы сами должны думать. Никто вас не заставит, никакой врач прививку делать. Если вот, например, вы работаете где-то, там могут заставить или нет, я не знаю. И я никого не буду заставлять делать прививку. От самого человека должно быть решение. Я вот как бы сделал и буду год жить. Потом в 22 году видно будет, что дальше будет и как будет развиваться все. Но как бы вот взрослые прививку переносят хорошо, молодежь плохо. И поэтому молодежь не ходит прививки делать. Они вот как бы боятся. Но раз вы боитесь, можете не делать. И также взрослые, если боятся там, то тоже можете не делать, это ваше решение. Вот как бы я вот сделал прививки две. Вот я могу все равно заразиться, но как бы уже без последствий плохих будет. Я как бы не умру, там ничего с организмом не будет плохого. А кто от прививки не делает, тот может заразиться и умереть там, или последствия будут плохие. Ну как бы вирус, он организм рушит, стареет организм, кости уже старые бывают. И поэтому вот я побоялся не делать прививку. И все-таки я решил. И испытал 2 раза на себе побочные эффекты от COVID-19 прививки. Теперь вот я в безопасности. Если вот я и заражусь, то как грипп пройдет и все, без последствий каких-то. Мне уже бояться нечего. Вот я пошел теперь дальше. Вот, вы видите, вот забор. Это вот забор, он длинный. И есть в заборе дырка. Вот люди в эту дырку
выходят и дальше по ступенькам идут. Там дома есть частные около Волги. Вот раньше был старый мост, люди по старому ходили мосту на Волгу. И я вот помню, по старому мосту ходил на Волгу, а мост был дырявый, там полы были деревянные. И я чуть не упал. И ходил я много лет по старому мосту. Потом решили старый мост убрать и построить новый. Там потом у старого моста со временем большие дырки были, уже ходить было опасно. Он как бы был дальше мост старый. А новый мост тоже дальше от старого сделали. Не на том же месте, а вот подальше. Но новый мост, он как бы крепкий. Я вот сейчас буду вниз спускаться на перрону. Там вот немного похожу, а потом назад вернусь. Нечетный выходного, нечетный выходного. Вот я сейчас на перроне нахожусь.
Вот вы видели, поезд прошел пассажирский. Он больно пассажирский поезд. Короткий. Ничего с ним выходного, ничего с ним выходного. Хочу вам еще сказать, тут железная дорога, она как бы неплохая, тут много рельсов. По двум рельсам ходят поезда. Один в другой конец, другой конец. Тут ходят пассажирские поезда часто. А и товарные поезда тоже ходят часто. Но тут пассажирские поезда не останавливаются, потому что тут нету станции для пассажирских поездов. Тут только электрички останавливаются. И только можно на электричке уехать. А на пассажирском поезде ты не уедешь. Тут как бы перрон только для электрички. Я не знаю, раньше останавливались тут пассажирские поезда или нет, но как я сюда приехал жить, еще этого не застал. Чтобы тут и не видел, чтобы останавливались тут пассажирские поезда. Тут даже товарные поезда не останавливаются. Но бывают такие случаи, то что товарный остановился там и стоит долго, потом он уезжает, но в основном они не останавливаются. Ну, бывает, да, пассажирские поезда не ездят часто, но в основном товарные поезда ездят часто, но в основном ночью. Вот ночью у меня дома окна открыты, слышно прям поезд очень сильно, и прям сквозняк идет. Я как бы не привыкший к этому, чтобы поезд шумел. Я любил в тишине спать. А железная дорога прям недалеко от дома. С домом как бы Ничего с ним выходного. железной дорогой. Просто не то сказал. Вот железная дорога рядом. 3 пятиэтажки. И все люди слышат поезда, когда ходят. Но один я пока говорю, что они мне мешают спать. Никто пока не жаловался. Они очень шумно ходят. Ничего с ним выходного, ничего с ним выходного. И я вот так думаю про себя. Зачем вообще железную дорогу тут построили? Уж бы где-нибудь в другом месте железную дорогу построили, и не слышно было поезда. Ну вот никого не стали спрашивать, Ничего с ним выходного. где захотели, там железную дорогу сделали. Значит, тут так надо было, они и построили тут железную дорогу. На улице хорошо, не жарко, не холодно, прям нормально. Я сейчас все на мосту нахожусь. На мосту очень хорошо. Хочу вам сказать то, что тут нельзя ходить детям, потому что поезда ходят.
и ребенок может попасть под поезд. Тут дети только должны со взрослыми ходить, и то не на перрону, а по мосту, если просто погулять. Я-то сам на железную дорогу не хожу, я только вот по мосту гуляю. Тут как бы опасно ходить по перрону, потому что ветер будет, когда поезд идет, и может тебя поезд засосать под колеса. Тут были такие случаи, сколько людей попадало под колеса, сколько животных попадало под колеса. Потому что поезд ходит очень сильно. И человек, когда ходит здесь, то потом жизнью своей лишается. И так что не ходите по железной дороге и по перрону, потому что поезд остановиться не сможет, и вы попадете под колеса. Он как бы вас задавит. Вот тут идет опять пассажирский поезд. Этот поезд тоже что-то коротенький вот оказался. Нечетного выходного, нечетного выходного. Есть недалеко от Октябрьска, где я живу, город Сызрань. Вот туда, может, поехал, да, поезд пассажирский, потому что в Сызрани люди садятся на поезд. И когда есть люди на поезд, тогда поезд едет в Сызрань. Поезд ходит по расписанию. Мимо моего дома проезжает, мимо. Я вот опять сейчас на перроне нахожусь. Тут, кстати, никого нету. На перроне один я тут. Вот поезд сейчас пассажирский проехал, такой сквозняк был. Четного выходного, четного выходного. Я думал, меня сдует. Но у меня не сдуло, потому что я был на мосту. Просто и так я подумал, что меня сдует. Четного выходного.
Тут вот вокзал. Тут только на электричку можно билеты купить. Электричка тоже ходит по расписанию. Счастливого выходного. Счастливого выходного. Там вот поезд товарный идет. Поэтому я быстрее иду. Хочу вам сказать, когда идет поезд, прям мост трясется. Потому что поезд, он как бы идет быстро. И у него поезда мощность сильная. От этого мост трясется, но не сильно. Ну, когда на мосту находишься, прям чувствуется, что поезд идет. Я сейчас вот на мосту больше не буду находиться. Я к дому пошел.
там немножко погуляю. Вот такое мое было видео. Спасибо, что посмотрели мое видео. С вами был Александр Арбузов. Всем пока.